Дорогие друзья, сегодня с вами мы научимся вязать нежнейшую обвязку из сложных столбиков. Вы выполните всего лишь несколько рядов, и у вас получится вот такая красота и нежность. Для выполнения нежнейшей обвязки крючком нам с вами понадобится крючок 1,4, и я использую пряжу мерсеризированный хлопок 169 метров в 50 граммах. Вы можете выполнить буквально из любой пряжи. Чем тоньше пряжа, тем, скажем так, нежнее и тоньше будет ваше полотно, ваша обвязочка. И обращаю ваше внимание, что в уроке я предоставила схему выполнения этой обвязки. Схема предоставлена в двух вариантах. Обратите внимание, там именно край обвязки представлен для вас в двух вариантах: ровный и немного скосый. Присоединяйтесь, и мы с вами будем вязать вот такую красоту. Начинаем выполнение нашей обвязки с 46 воздушных петелечек. И хочу обратить ваше внимание, что раппорт в ширину нашей обвязочки 22 петли. С одной стороны мы делаем 7 петель, с другой стороны 17 петель, для того, чтобы наш узор смотрелся красиво и симметрично. 46 воздушных петель, напоминаю, мы набираем: 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. 1, 2, 3, 4, да, я 5 набрала. Вы набираете 46 петель самостоятельно. И хочу сказать вам, что в уроке предоставлена схема выполнения обвязки для тех, кто умеет читать схемы. Я выполнила цепочку из 46 воздушных петель, как мы с вами договорились. И теперь смотрите, первый ряд у меня будет подготовительный. У меня этот ряд столбики с накидами. У вас это может быть столбики без накидов, потому что мы с вами же будем обвязочку выполнять. А может быть любое полотно, которое вы выполнили предварительно. У меня, напоминаю, столбики с накидом. Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема, связала. Далее накид на крючок, и я буду провязывать от крючка 1, 2, 3, 4 в 5-ю петлю от крючка столбик с накидом. Выполнили. И так в каждую воздушную петлю я буду провязывать по одному столбику. Вот таким образом. У меня должно получиться 45 столбиков с одним накидом, и воздушные петли у меня заменяют 1 столбик. Напоминаю, всего их должно быть 46. И напоминаю, мы с вами выполнили 3 воздушные петелечки подъема и 45 столбиков с одним накидом. У вас могут быть это столбики без накида или любой другой узор. И теперь приступим к выполнению основного узора нашей обвязки. Начинается он с 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Работу разворачиваем. И теперь мы будем выполнять арочку из 2 воздушных петель. 1, 2. И 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой. Выполняю 2 накида на крючок. Пропускаю вершинку первого столбика. В вершинку следующего столбика я ввожу крючок и выполняю столбик с 2 накидами незавершенный. 2 накида на крючок. Далее очень внимательно я пропускаю 4 вершинки. 1, 2, 3, 4. В 5-ю ввожу крючок и выполняю столбик с 2 накидами незавершенный. Вот таким образом. И теперь все петелечки на крючке провязываю вместе. Два столбика с общей вершинкой готовы. Далее мы с вами будем выполнять сложный столбик. Очень внимательно смотрите, я выполняю 6
накидов на крючок. Не спешите, очень внимательно. Перед этим я выполню арочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнила арочку из 8 воздушных петель и теперь 6 накидов на крючок. Сложный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, все накиды я придерживаю пальчиком. Далее ввожу крючок и выполняю столбик с 5 накидами незавершенный. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, у меня осталась петелечка от незавершенного столбика и еще накид и рабочая петля. Далее я буду выполнять 4 накида на крючок. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 2 вершинки, в третью ввожу крючок и выполняю столбик с 4 накидами незавершенный. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее опять столбик с 4 накидами незавершенный. 3, 4. Пропускаю 2 вершинки, в следующую ввожу крючок и выполняю 1, 2, 3, 4. Выполнили. Теперь 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. Все накиды я всегда придерживаю пальчиком. Они плотно должны прилегать друг к другу. Тогда ваши столбики будут красивые и аккуратные. Пропускаю 2 вершинки. В следующую ввожу крючок и выполняю столбик с 5 накидами незавершенный. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Теперь очень внимательно. Я захватываю рабочую нить и через все петелечки на крючке, которые вот петелечки у нас, видите, от столбиков, то есть их 4, я протягиваю рабочую нить. У меня остается на крючке петля, накид и петля рабочая. И я буду провязывать столбик с одним накидом, как мы с вами обычно это делаем. Выполнили. Вот такой у нас столбик с вами получается. Далее я выполняю арочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид на крючок и ввожу крючок, вот видите, вот во все эти вершинки, которые мы с вами провязали в один прием, и провязываю столбик с одним накидом. Я остановлюсь и мы посмотрим, у меня получился вот такой сложный столбик. Поправлю его немножко. Сейчас я сделаю арочку из 8 воздушных петель, и он будет совершенно ровненький у нас с вами такой. Видите, да? Интересный, красивый. Все эти столбики всегда получаются высокие, ажурные, очень интересные. Я продолжаю работу и выполняю арочку, как и с противоположной стороны, из 8 воздушных петель. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнила. Далее 2 накида на крючок и буду выполнять опять же 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой. Ввожу крючок в следующую вершинку от провязанной и выполняю первый столбик с 2 накидами незавершенный, 2 накида, отсчитываю 1, 2, 3, 4, в 5-ю вершинку ввожу крючок и столбик с 2 накидами. И теперь все петелечки на крючке я провязываю вместе. Далее у меня арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И опять же точно такие 2 столбика. 2 накида. Вершинку следующую ввожу крючок. Первый незавершенный.
И раз, два, три, четыре, второй незавершенный. И теперь все петелечки на крючке провязываем. Я останавливаюсь и смотрим, что у нас с вами получилось. На что хочу обратить ваше внимание, что наш раппорт в ширину 22 петли. Это от начала моего большого сложного столбика и вот до конца выполнения вот этих столбиков. 22 петли, и дальше он у вас будет повторяться. Но поскольку я не очень длинную обвязку делаю, хочу, чтобы просто было вам хорошо видно, я выполню дальше еще сложный вот такой столбик и выполню 2 столбика с общей вершинкой. Вы выполняете раппорт, то есть то, что мы с вами только что провязали, да, на схемке хорошо видно, если вы читаете схемки, на ту длину вашей обвязки, которая у вас есть. И я продолжаю. У меня получается следующее будет 8 воздушных петелечек, арочка и мой сложный столбик. Я начну выполнение, вы уже продолжите самостоятельно. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. И далее вы помните, я выполняю 6 накидов на крючок и продолжаю работу. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда. Смотрите, я связала еще один сложный столбик, как мы договорились, и наш такой треугольничек, да, назовем его так. Далее я выполняю арочку из 2 воздушных, раз, два, и буду выполнять столбик с 3 накидами. 3 накида на крючок. И вот смотрите, у меня петелечка подъема, вот она, которая заменяет, ну точнее 3 петли подъема, видите, я вот верхнюю ввожу крючок и провязываю столбик с 3 накидами. Раз, два, три. Мой ряд завершен. Опять же, еще раз смотрим, что у нас с вами получилось. Видите, да? И я продолжу выполнение нашего следующего ряда. Для этого я выполняю 5 воздушных петель подъема. Раз, два, три, 4, 5. Работу разворачиваю. Опять же, не спешим, все внимательно, аккуратненько делаем. И буду провязывать столбик с 5 накидами. 5 накидов на крючок. Раз, два, три, 4, 5. Накиды придерживаем пальчиком. И я ввожу крючок, вот видите, вот эту общую вершинку. И провязываю свой столбик с 5 накидами. Раз, два, три, 4, 5. И 2 петелечки на крючке. Выполнили. Далее очень внимательно. Я выполняю арочку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Выполнили. Далее я буду провязывать столбики с 3 накидами под мою арку из 6 воздушных петель. Столбики с 3 накидами у меня будут с общей вершинкой в виде лепесточков. Смотрите, 3 накида на крючок. И я буду выполнять 3 столбика незавершенные с 3 накидами. Видите, у нас такие все высокие столбики. Первый столбик с 3 накидами. Далее второй столбик. И третий. Все столбики, как я подчеркиваю, незавершенные. Далее общая вершинка. 3 столбика с 3 накидами с общей вершинкой. Арочка из 5 воздушных. Раз, два,
3, 4, 5. И вот таких лепесточков должно быть 4. Один мы сделали, нам осталось выполнить 3. То есть 3 накида на крючок. И под эту же арочку я выполняю. 1, 2, 3. Далее опять 1, 2, 3. И еще раз. 1, 2, 3. И все вместе провязываю. И опять арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И опять наши столбики с общей вершинкой. Не спешим, просто внимательно, аккуратненько все провязываем. Так, накиды мои убежали. 3 накида и начинаем выполнение. 1 столбик, далее 2 и 3. 3 столбика с 3 накидами и общая вершинка, как и ранее. Выполнили. И еще у нас одна арочка с вами. 1, 2, 3, 4, 5. И еще, скажем так, один лепесток. То есть 3 накида. И вводим крючок и вяжем. 1, 2, 3. 3 столбика с 3 накидами и общая вершинка. Выполнили. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И будем выполнять 2 столбика с 5 накидами с общей вершинкой. Будем вот сюда их провязывать. Один сюда провязываем. 5 накидов на крючок. 3, 4, 5. Придерживаем пальчиком и вводим. И это у нас будет первый незавершенный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И еще один точно такой же. 2, 3, 4, 5. Я ввожу крючок и провязываю. 1, 2, 3, 4, 5. И общая вершинка. Я останавливаюсь. Далее у меня будет арочка из 5 воздушных. Давайте уже я ее сделаю. 1, 2, 3, 4, 5. И у меня получается, я буду точно такие же лепесточки с 3 накидами вязать под эту арку. Но я останавливаюсь, и мы смотрим, что у нас с вами получилось. Поправляем. И видим вот такой нежное, ажурное. И в то же время, видите, мы всего лишь с вами второй ряд выполняем. Обвязочка у нас получилась. Вы продолжите выполнять самостоятельно. И завершу я выполнение этого ряда вместе с вами. Мы с вами выполнили наш ряд. И видите, такие у нас уже с вами красивые цветочки получаются. И как я говорила, я завершу выполнение ряда вместе с вами. Мы выполняем столбик с 3 накидами. Я выполняю 3 накида на крючок. Далее очень внимательно. Я уже, вот видите, прямо вытянула специально петелечку. Я ввожу крючок 1, 2, 3, 4 в 5-ю петлю подъема. И выполняю столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 и 2 петли вместе выполнили. Мой ряд завершен, и мы можем с вами приступить к выполнению следующего ряда.
Все очень просто и очень красиво смотрится, нежно, ажурно. И мы с вами можем приступить к выполнению следующего ряда. У нас следующий ряд будет арочки. Арочки из 5 воздушных петель. Начинаем выполнение. Мы с 3 воздушных петель подъема. Далее работу разворачиваем. Выполняем еще 2 воздушные петли. И под арку из 5 вводим крючок, выполняем 2 столбика без накида. Все наши арочки будут крепиться 2 столбиками без накида. Арочка из 5, раз, 2, 3, 4, 5. И под арку вводим крючок, 2 столбика без накида. Раз, 2. Далее раз, 2, 3, 4, 5. Очень внимательно. И смотрите, это центральная арка из 3 в предыдущем ряду. И под эту арку мы выполним, увидите, 2 раза по 2 столбика. То есть смотрите, первый раз столбик без накида 1 и 2. Далее арочка из 5 воздушных. Раз, 2, 3, 4, 5. И под эту же арочку еще раз 2 столбика. Вот таким образом. Раз и 2. Видите, да? Далее мы продолжаем вязать, как и ранее. Раз, 2, 3, 4, 5. И под арочку 2 столбика. Раз, 2. Далее опять раз, 2, 3, 4, 5. И под арочку 2 столбика. Раз и 2. Раз, 2, 3, 4, 5. И под арочку 2 столбика. Раз и 2. И вновь раз, 2, 3, 4, 5. И мы переходим на следующий, да, наш цветочек. Так вы будете выполнять до конца вашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение наших арочек, нашего ряда арочек, да. И я выполняю арочку после 2 столбиков без накида, арочку из 2 воздушных. Накид на крючок, и смотрите, я ввожу крючок после вершинки, воздушную петлю подъема и выполняю столбик с 1 накидом. Останавливаюсь и смотрим. Вот такой ряд красивых арочек у нас с вами получился, да? И нам остается только их красиво и нежно обвязать. Как мы это с вами будем делать? Я работу разворачиваю. И смотрите, я выполняю 1 воздушную. И над этой воздушной я выполняю пико из 3 воздушных петель. Раз, 2, 3. Ввожу крючок в 4-ю петлю от крючка или 1-ю выполненную. И выполняю соединительную. Мое пико готово. Далее мы будем обвязывать с вами вот таким образом. Под арочку из 2 воздушных я выполняю 2 столбика без накида. Раз, 2. Далее у меня 2 столбика. Я их буду выполнять с общей вершинкой. Смотрите, 1 столбик незавершенный и 2. И общая вершинка. 2 столбика без накида с общей вершинкой. Далее все арочки я буду провязывать одинаково. Я буду провязывать раз, 2, 3 столбика без накида. Над 3-м столбиком я выполняю пико из 3 воздушных. Помним, да, пико вот таким образом выполняется, захватывается и выполняется соединительная. И далее 2 столбика без накида. Раз, 2. Выполнили. И дальше
2 столбика с общей вершинкой и обвязка. Опять же 1, 2, 3 и пико. То есть все до конца ряда будет абсолютно одинаково обвязываться. Общая вершинка. Видите, да, вот такая очень красивая нежная обвязочка у нас с вами получается. Я поправлю. И давайте еще одну арку обвяжем. И вы дальше выполните самостоятельно. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Пико. Зацепилась где-то ниточка. Еще раз повторим. Пико из 3 воздушных и 2 столбика без накида. И не забываем 2 столбика провязывать с общей вершинкой. Таким образом. И напоминаю, так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Вот такую красивую нежную обвязочку с пико мы делаем. Смотрите, мы с вами завершаем выполнение нашей нежнейшей и очень красивой обвязки. После того, как я выполнила под арочку 2 столбика без накида, нам остается, смотрите, завершить наш ряд. Как мы это делаем? Мы с вами выполняем в 3-ю воздушную петелечку подъема столбик без накида. Вот наша 1, 2, 3 воздушная петля. Вводим в нее крючок обязательно и выполняем столбик без накида. И далее над этим столбиком пико из 3 воздушных. Выполнили. Наш ряд завершен. Мы можем ниточку обрезать и посмотрим, какая нежность у нас с вами, вот такая прелесть у нас прямо с вами получилась. Я переверну. Вы можете выполнить буквально любое полотно и обвязать вот таким красивейшим узором. Всего лишь 3 ряда мы с вами выполнили. 3-4 ряда, да, то есть еще один ряд у нас обвязочки получились с пико. И вот такой безумно красивый получился узор. Давайте другую сторону посмотрим. Видите, да? И так по лицевой стороне. Очень ажурно, очень нежно. Украсит буквально любое изделие. Дорогие друзья, сегодня мы с вами познакомились со сложными комплексными столбиками и сумели использовать эти столбики вот в такой нежной обвязочке. Такая обвязка подойдет буквально для любого изделия, начиная от покрывала и, допустим, скатерти, или просто вы можете связать изделие из столбиков ровным полотном, выполнить такую обвязочку, и будет великолепно и интересно смотреться. Обращаю ваше внимание, что я в уроке предоставила схему выполнения этой обвязки. Схема выполнена в моей студии, и она выполнена в 2 вариантах. То есть вот этот край, я показываю сейчас, он представлен в 2 вариантах. Я немножечко пододвину, чтобы было вам хорошо видно. И предоставлен в таком варианте, как мы с вами выполняли, и во втором варианте, то есть он такой более скосый край. Вы увидите все на схемке. Если вы не умеете читать схемку, то, конечно же, присоединяйтесь. Я шаг за шагом все подробно показываю. Каждое выполнение, каждое провязывание. Спасибо, что смотрите меня. Творческих вам успехов. И, конечно же, не забывайте писать в комментариях, что у вас получилось.